Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, где всегда можно найти интересные идеи для творчества. С вами Любовь. Мне отдали в переделку вот такие вещи. Юбку, легкий свитерок и джинсы. Не то чтобы эти вещи были слишком старые, они просто надоели, и их уже никто не носит. На этой юбке необычный трикотаж. Увидела и сразу поняла, буду из нее шить жакет. Лонгслив самый обычный, из него возьму рукава. Из джинсов выкрою недостающие детали и использую их для отделки. Оставайтесь со мной, и я покажу вам, как из этих ненужных вещей я сшила себе новый стильный жакет, который согреет меня в прохладную погоду. Начну с джинсов. Для декора мне понадобятся карманы. Штанины резать не стала, на всякий случай сохраню швы, может пригодятся. Чтобы получить более светлый оттенок, отбелю детали джинса при помощи белизны. Для отделки мне понадобятся пояса из разных джинсов. Я их тоже отпорола, чтобы придать приблизительно одинаковый оттенок и уже потом использовать. Пока джинсы отбеливаются, займусь остальными вещами. Резинка на юбке еще послужит, ее выпарю. Швы срежу. Производитель стабилизировал швы сеточкой, учту это и тоже укреплю срезы. Чтобы сохранить припуски на рукавах, швы распускаю. Делать это несложно, главное найти волшебную ниточку, а дальше дело техники. Манжеты мне не нужны, буду использовать только рукава. Все остальное пригодится в других проектах. Вместо выкройки можно взять рубашку подходящего размера. Разрежу ее по швам на отдельные детали и буду использовать. По этой выкройке я уже шила телогрейку. Выкройка прошла проверку. Если у вас есть готовая выкройка, используйте ее. Сразу определю длину изделия. Лишнее подверну и заколю булавками. Резать не буду, еще пригодится. Совмещу боковые швы переда и спинки, чтобы сделать одинаковую длину деталей. Трикотаж проутюжила с паром. На нем есть направление рисунка. При раскрое это нужно учесть. Рукава по боковому шву распарывать не стала, просто проутюжила припуски. Джинс отбеливался часов 8. Периодически я на него посматривала и доставала готовые детали. Пояса из джинсов разного цвета, и время для отбеливания понадобилось тоже разное. Чтобы совместить направление рисунка, трикотаж разрезала на 2 половинки. Начну с детали переда. Планку для застежки сделаю пошире. Все остальное будет без изменений. Рубашка на меня свободная, поэтому припуски на швы сделаю минимальные. Из клеевого флизелина вырежу полоски шириной 1 см. Как показала практика, лучше сразу делать на ширину припуска. Этими полосками проклею срезы деталей переда. Флизелин зафиксирует трикотаж, и в процессе стачивания он не будет растягиваться. Из джинсовой ткани подкрою прямоугольники нужного мне размера. Из них соберу полотно для спинки. Сначала соединю между собой 3 прямоугольника. Использую для этого шов в замок. На одном куске от среза откладываю 8 мм. Сверху кладу второй. Выравниваю по размеченной линии. Соединю их между собой булавками. Вторую линию проведу, отступив от среза 4 мм. По размеченной линии проложу строчку. Длину стежка для стачивания взяла 2,5 мм. Нитки обычные, игла универсальная, потому что придется шить несколько видов ткани одновременно. Заутюжила ткань по срезам. Перегибаю срез вот таким образом. Можно зафиксировать булавками. Ткань огибает срезы с 2 сторон, образуя замок. Проложу шов, отступив от края 2 мм. Использую лапку-ограничитель. На ней это делать удобно. Выставляю колесиком нужный размер и прокладываю вторую строчку. Шов выглядит одинаково с обоих сторон. Его часто используют при пошиве джинсовых изделий. Соберу полотно. Верхняя часть будет с подкладкой. Совмещаю середины. Складываю изнаночную сторону основной ткани с лицевой стороной подкладки. Добавлю 4-й прямоугольник из основной ткани лицом к лицу.
Детали соединила строчкой, теперь их проутюжу. По лицевой стороне проложу отделочную строчку. Использую нитки для пошива джинсов молочного цвета. Длина стежка 4 мм. В отделке лучше смотрится крупная строчка. На подкладку пришью декоративную нашивку. Соединила ее с небольшим кусочком джинса. Край джинсовой заготовки размахрю. Убираю нитки до самой строчки. Длина стежка 1,5 мм, чтобы закрепить край. Скалываю слои между собой и можно кроить спинку. Вырезала деталь спинки. Верх соединила наметкой. Соединю плечевые швы на полочке и спинке. Использую для этого тоже шов в замок. Чтобы отделочная строчка проходила по джинсовой ткани, при стачивании она должна быть сверху. Пройму оформлю поясом и добавлю джинсовую бахрому. Бахрому сделать несложно. Из остатков джинса нарезаю полоски шириной 2,5 см. Из этих полосок и буду делать бахрому. Убираю с одной стороны продольные нити. Это можно делать по одной или убирать несколько штук сразу. Получается бахрома белого цвета. Меня такой цвет вполне устраивает. Если нужна бахрома темного цвета, убираем поперечные нити. Сделаю слегка рваный край, так бахрома будет выглядеть более естественной. Пояс сутюжила, придала ему нужную форму. Со стороны проймы детали соединила наметкой. С другой стороны закрепила бахрому мелкой строчкой. Длина стежка 1,5 мм. По краю прокладываю отделочную строчку в предыдущий шов, чтобы сделать его менее заметным. Добавила рядом вторую строчку, чтобы получилась классическая обработка, как на джинсах. На поясе видны места от строчек, в них я и проложила новые строчки. На полочку добавлю декор. Сделаю его из кармана. По контуру добавила бахрому и закрепила наметкой. На уголках сделала насечки. Проложила строчку с обратной стороны прямо по наметке. Все открытые срезы спрячу под подкладку. Строчку прокладывала со стороны изделия, совмещая ее с предыдущим швом. Чтобы закрепить бахрому, длину стежка взяла 1,5 мм. Припуски получаются очень большие. Уменьшу их и срежу уголки. Теперь можно вывернуть на лицевую сторону. Выправлю швы и уголки. Проутюжила и проложила отделочную строчку. Определю нужный мне размер, все лишнее срезаю. Выберу место, где я хочу пришить клапан, и закреплю с обратной стороны. Закрепила строчкой, отогну и проложу отделочную строчку. Срезы спрятала. Нижний клапан пришила по контуру с 3 сторон нитками в тон ткани. По желанию можно сделать функциональные карманы, но я ими точно не буду пользоваться, и меня устраивает такой вариант. Застежку обработаю тоже поясом. Пришила планки. Со стороны изделия вставила бахрому. Закрепила ее мелкой строчкой и затем проложила отделочную строчку. Дальше обработаю вырез горловины. Края на поясе скроены по косой и сутюживаются хорошо. Оставлю их, а лишнюю ткань уберу посередине. Нужной формы у меня не получилось, поэтому в районе плечевых швов добавила защипы. Пришивала обтачку с изнаночной стороны, затем вывернула на лицевую. Шов приутюжила, закрепила булавками обтачку. Край подогнула до старой строчки и вставила туда бахрому. Всю эту конструкцию закрепила наметкой. Вначале пришила бахрому мелкой строчкой и потом уже сделала отделочную. Прокладывала ее по контуру старых строчек. Планки на застежке я подрезала, чтобы убрать толщину. Здесь будет петля, и утолщение мне ни к чему. Чтобы подкладка не выглядывала, сделала небольшой перекат на изнаночную сторону. Соединю боковые швы. Срезы обработала, проложила обычную строчку. Сделать шов в замок у меня не получилось из-за толщины в обработке проймы.
При стачивании совместила края обтачки и строчки на ней. Теперь можно обработать низ изделия. Если до этого в обработке использовала всю ширину пояса, то внизу сделала перекат наизнанку сантиметра 1,5, и с лицевой стороны обработка будет уже. Бахрому решила сюда не вставлять, просто отделочная строчка. Дальше рукава. Совместила контрольные точки бокового шва и центра на плече. Не забываем, что у рукава тоже есть передняя часть, у меня даже наметка осталась. Распределила длину оката по пройме и сколола булавками. Соединила строчкой и обработала срез. Край рукава тоже обработаю поясом. Металлические пуговицы хорошо сочетаются с джинсом. Добавлю их для завершения образа. Пошив закончен. Джинс хорошо сочетается с трикотажем. А бахрома в отделке сейчас в тренде. Буду самой модной. Пуговицы гармонично вписались в образ, а подкладка в плечевой зоне сделает жакет комфортнее и согреет в прохладную погоду. Кто бы мог подумать, старые вещи, немного фантазии, и в итоге у меня новый жакет. Буду носить и ловить на себе взгляды. Такого нет ни у кого. Пишите в комментариях, как вам моя переделка. Своими идеями можно поделиться и в моем телеграм-канале. Спасибо, что были со мной, а я на этом с вами прощаюсь. До новых рукодельных встреч!